Сегодня в нашей семье произошло горе, утрата нашего любимого питомца Алабая Эдика. И все бы, если он умер своей смертью, но его пристрелили. Пристрелили правоохранительные органы, которые ворвались на частную собственность, без предупреждения, без звонка, без ордера. Просто ворвались и пристрелили собаку. Мы строили, завозили по миллиону мигрантов в месяц и, как говорится, штукатурка, пошли домой. Разваливаются дома, которые строят те, кого так активно завозят, заставляют нас поверить, что они нужны. Набиуллина об этом высказывается, Собянин, депутаты Госдумы. Но, тем не менее, обрушение штукатурки как очередной факт, очередной таких случаев достаточно много. Все здания, которые они делают, разваливаются. Тем временем массовая драка на стройке, полиция ошиблась адресом, в то время как там вот то, что их должно было интересовать, это мигранты делят сферы влияния с боями просто буквально массовыми, тут целые сходятся там стенка на стенку. Полиция зашла на участок, что-то им не понравилось, местные жительницы застрелили собаку, то есть там устроили стрельбу, просто вот обычная семья жила. И позже пришли, запугивая саму семью, начали собирать свои гильзы. Вот и все расследование. Тем временем, куда бы пожаловаться людям, активы судьи, вот теперь еще и о судьях давайте здесь также вспомним, на 131 миллион это следствие ведется на эту тему. Ну а теперь давайте подробнее обо всех обозначенных фактах, которые я только что перечислил, разберем, что же там произошло. Не забудьте подписаться, здесь уже настоящая цифровая война, так что вы либо свое участие, соучастие, либо враждебное действие, конечно же, проявляете при помощи кнопочек подписаться, написать комментарии, лайки и дизлайки. Я со своей стороны начинаю артобстрел. На Малой Монетной 25 мая с фасада дома обвалился слой штукатурки. Проходившая мимо женщина получила травму. Это ей еще повезло, зачастую насмерть. И сосульки тоже падают. То есть нет никаких мигрантов, которые бы что-то такое делали. Завозят из Афганистана, из Индии. Говорят, да, они холода боятся. Ну и теперь мы видим, что еще и строить не умеют. Но я уверен, что не пройдет много времени. Опять нам скажут, что надо еще больше завозить. Вот последняя была Набиуллина, которая сообщила, что надо еще больше. Пострадавшей оказана медицинская помощь. По факту следователи Петроградского района СК возбудили дело по 238 осмотр места происшествия, и другие следственные действия продолжаются. Ну, тут можно только одно добавить, что это, конечно же, даже не борьба с симптоматикой, а борьба, не знаю, собственным отсутствием ума, я не знаю. Еще раз, есть ключевая проблема, из-за чего это происходит. То есть, если вы начнете искать объяснение в том, что какая-нибудь компания, которая должна была за эксплуатацией здания следить, ну, то есть, это, в общем, ни о чем, вот, на мой взгляд. Тем временем, те самые, которые вот это все создают, на стройке в Митино, в данном случае это Москва, утром несколько десятков рабочих устроили массовое побоище на улице Муравской. Участники били друг друга палками, касками, арматурой, то есть битва была, ну, по всем правилам средневековья. Жители вызвали полицию, очень сильно удивленные жители, не понимая, как так, а может как-то делить их землю и их страну, ну, как-то потише, ну, наверное, нельзя, жители, вы тоже должны понять. Потому что, во-первых, вы кто такие? И вас сюда не звали, ну, для начала, да, с позиции, например, вот этих, которые делят, где вы будете жить и по каким правилам, и по какому шариату. Так что сидите тихо, вот на мой взгляд, подумали бы сражающиеся. Более 10 человек задержаны, ну тут много задерживать тоже опасно, а то ведь они ж могут и не пластиковым стаканчиком по лбу щелкнуть тому, кто задерживает. Пострадавших уточняют. Тем временем в Чекдамыне Хабаровского края полицейские приехали по ориентировке не по тому адресу. Ну так это, по крайней мере, объясняется. И сотрудники ДПС застрелили домашнюю собаку по кличке Эдик. Ну там трагедия в семье вообще. Это, да, член семьи, совершенно добродушное существо. Но они ворвались на территорию частную. Давайте с этого начнем. Еще устроили там стрельбу. Могли в собаку попасть, могли в ребенка. Пуля имеет свойство рикошетить. Если это пистолет Макарова, я так, на всякий случай, если кто-то не понимает, пистолетом Макарова вообще вот в советское время, ну, я из советской страны, то есть из другой, там было запрещено в черте города вообще использовать. Это редчайший случай, если это было совершенно необходимо, притом, скорее всего, это было бы при усилении и отписок, вплоть до увольнения. Ну, вот очень большая гарантия, что милиционер потерял бы работу. То есть как-то в черте города использовать оружие. У пистолет Макарова еще славится тем, что у него круглый сердечник, это довольно
ну, специфичное, скажем так, оружие, потому что сердечник летит вообще в любую сторону, то есть вот у него пуля слетает, и я не знаю, да, может быть, были какие-то модернизации, модификации, ну, пишите, кто лучше в этом понимает, то есть это крайне опасное оружие, черт, в черте города, потому что он может с собакой не ограничиться, то есть может закончиться всем чем угодно, ну, не говоря уже о том, что, в принципе, шальная пуля может попасть в кого угодно. Они зашли на частную территорию большой семьи и устроили там стрельбу, то есть это враг, конечно же, который вошел на территорию Российской Федерации, можно так говорить, потому что конкретная земля – это земля Российской Федерации. И они вошли с оружием в руках, и дальше вот хочется вспомнить Путина, который сказал, в этом случае надо ликвидировать. То есть вот он говорил, правда, о каких-то своих делах, но мы же не будем болеть двойной моралью. А значит, то ли полицейских надо уничтожать, то ли эту семью. А вот здесь уже, дорогие мои, придется встать на какую-то сторону, а заодно и понять, о чем шла речь, когда про оружие и про ликвидацию. Кого ликвидировать-то? Семью? Так они вроде без оружия были. Особенно собака. Вот у меня тут вопросы возникли. Владельцы утверждают, что их не уведомляли, и правоохранители позже возвращались только за гильзами, собрать гильзы. Ну, то есть это враг чистой воды, который вторгся на территорию граждан Российской Федерации. Русских ребят хотели пострелять, их детей. МВД проводит проверку. Ну, посмотрим. Местная полиция признает ошибку в ориентировке. Не надо. Это все вранье, друзья мои. И причем у нас для этого с вами есть примеры. Если память не как у рыбы, то есть не как у коммуниста, то есть мы с вами помним больше, чем 4 секунды, то мы помним Ирину Славину, которой выпилили двери, довели человека до истерики, она аж самосожжением закончила, царствие небесное, вытащили там личные фотографии, голые ее дочери, по-моему, там или матери, ну, то есть человека довели, и они сказали, мы ошиблись тоже. Но это на резонансе они признали. Потом все вернули вот эти фотографии, там извращенцы эти, и Славина, ну, на фоне этого, потому что боялась, что будет распространение, это ударит по ее семье, там эти вот эти фотографии, там больные люди в семье есть. И она, привлекая к себе внимание, она против полиции самосожжение совершила, вот. Хотите верьте, хотите нет, прошло время, и там тихонечко были такие вбросы новостные о том, я следил за этой новостью, за этим событием, о том, что да нет, никакой ошибки не было, все по делу. По какому делу? То есть себя они, конечно же, всегда отмажут, вот этого не надо забывать, то есть это некая, ну, антинародная, видимо, ячейка, которая, ну, просто захватывает территории, расстреливает местных жителей, а потом, ну, как-то на форме, может, скажет, боятся же они народа-то, потому что это хорошо одну семью расстрелять, хорошо в одну квартиру войти, но когда резонанс, что такое резонанс? Это событие, которое стягивает большое количество внимания, ваше внимание. Вот поэтому я иногда говорю, да, не столько, когда социальные вопросы, здесь уже не просто мой личный интерес как блогера, когда я говорю распространяйте, это то, чего они боятся. Не распространяйте, ваше дело, я лишь констатирую факты со всех сторон, как это работает. Тем не менее, едем дальше. В Карачаево-Черкесии журналисты нашли у семьи судьи Верховного суда, вот то, куда можно было пойти пожаловаться, извините за горький юморок, какой уж там жаловаться, Альбины Адзиновой, естественно, ну то есть настоящая наша русская, активы на 131,4 миллиона рублей за 16-25 годы. Автомобили, дома, квартиры, нежилые помещения и участки. Официальный доход семьи за тот же период около 66 миллионов рублей. Судью Хохолеву напомнить, ничего не меняется. Захват полный и тотальная, конечно же, оккупация, на мой взгляд. Впрочем, пишите, может быть, еще раз, это не официально заявлено. Мы оккупировали Россию и теперь здесь Исламабад. Нет. Нет, это все под видом типа, ну что-то делаем. Ну вот я не знаю, еще раз знаю, не знаю, да, то есть это главное, да, для революционера захватить телеграф. Да, в чем суть, когда страна большая, если ты захватил средства коммуникации, информации, то ты можешь рассказывать все это под каким-то новым соусом. Но самый главный соус у вас под окном, я могу ошибаться, пишите, может быть под моим окном просто как-то не склалось, может быть под вашим склалось лучше. Так что пишите, не стесняйтесь. Итак, около 66 миллионов рублей. Судья. Сама Адзинова, ну вот это почти как Иванова, но Адзинова, задекларировала 15,2 миллиона. Часть покупок оформлена на родственников, то есть, ну, клан, тейп или как там у них, ну, в смысле, теперь уже у нас, видимо. Есть подозрение на конфликт интересов при рассмотрении судьей связанных дел. Черт возьми, неужели? По поручению председателя Верховного суда материалы направлены в надзорные органы для возможных
коррупционных исков, ну, возможных исков. Так что, друзья мои, ну, давайте подождем, как оно там с возможностью. Сидим, ждем. Со своей стороны пишите еще раз, что думаете. Не забывайте подписываться, распространять. Комментарии также в помощь. Еще раз, ваша точка зрения у меня разрешена, потому что я... как бы сказать, я за свободу. За свободу мнений, за свободу личного пространства, за обилие правах. Не за обилие на ваши права, а, ну, очень схоже, но немножко другой смысл. Значит, высказывайтесь. Плюс к этому сегодняшние технологии, те, которые в России запрещены особенно, если у вас получается заходить сюда, особенно, да, сейчас обращаюсь к тем, кто внутри России, значит, вы должны понимать, что вот те самые технологии помогают мне при помощи агента, так называемого сейчас, он работает в YouTube, собирать самые ключевые темы, самое главное ваше направление. Вот вы говорите, да, вот такая-то тема. И если один комментарий, то он проскочит. Если вы действительно, то есть, ну, люди не просто какое-то стадо, вы быдло, а значит, вы будете говорить не один комментарий, там, а 2, 3, 5, или кто-то написал, кто-то ему ответил. Когда такое происходит, уже есть реакция, и, соответственно, тот самый искусственный интеллект, он это воспримет как вот затребованную тему для рассмотрения. Я рассматриваю не так, как хотелось бы. То есть я к тому, что боты этим заниматься не станут. Плюс к этому у них все время внутренняя борьба, ведь они понимают, что много комментариев и канал продвигает. А они регулярно заходят ко мне, чтобы на новом видео отписаться, я вам это могу показать. То есть эта работа ведется постоянно, у меня годами. То есть первое видео, когда выходит, сразу одна отписка. Это чтобы не распространялось. Кстати, если пытаетесь какую-то помощь со своей стороны оказывать, то есть смысл, например, на канале, где, ну, просто вот вы зашли, ну, на этот канал, любой другой, если вы хотите поддержать блогера, который говорит на важные, остро социальные темы, отпишитесь прямо на его канале, зайдите на последнее видео и в этот момент снова подпишитесь. Ну, это многие уже рекомендовали, потому что, ну, еще раз, это цифровая война, и, соответственно, ну, свой ответ членберленам тоже должен каким-то образом производиться. Также производите, если не ленивы, не глупы и не рабски послушны. Ну, опять же, даже я послушных не осуждаю, просто они бесполезны. Они как актеры, извозчики и, ну, эти, как их, симпатичные девушки. В общем, они тоже имеют право на жизнь, но толку от их жизни не очень много. Ну, да, в смысле того, чтобы добиться справедливости. В смысле того, чтобы их доить, ну, они дойные коровы, это их нормальная ипостась. Вот, друзья мои, всем процветания и коровам, и пастухам. Всем здоровья, процветания вам, вашим близким, мудрости, здоровья. Будем все это с вами, конечно же, разбирать. Пишите комментарии, я от них могу отталкиваться. И, соответственно, в любом случае, я не поддакивалка, я уже разбираюсь, стараюсь делать это объективно. То есть, ну, называть вещи своими именами. Еще раз, то, как я это увижу, с этим можно спорить. Спор рождает истину, так давайте займемся этими уродами.